трилогии Потрикуса. Первый был койот, но его нигде нет, даже на ютубе. Ну и поскольку у койота никто не видел, давай я расскажу про обезьяну, а ты про стервятника. И про Потрикуса. Окей. На самом деле мне ничего не известно про Джоэла Потрикуса, поэтому лучше я просто расскажу про его фильм. Или просто расскажу про себя. Обезьяна рассказывает нам историю стендап-комика Тревора. Карьера у него не сдалась, от слова совсем. Шутки у него абсолютно не смешные и даже очень глупые. Денег нет. Можно сказать, Тревор находится на самом дне жизни. Выплескивает свою злость парень поджиганием вещей. И вот однажды Тревор выменивает у дьявола яблоко в обмен на шутку. Сейчас, погоди, кое-что скажу. Ну? Вообще, в ситуации с Джоэлом Потрикусом штука состоит в том, что, когда я думаю про него, в голове сразу возникает образ снимающегося у него актера Джоша Бёрджа. Такая смесь Стива Бушеми со злой игуаной, стервятником и кем-то еще. Все время кажется, что вот Джоэл это и есть вот Марти или Тревор из «Обезьяны», что вот он это тот чувак, что вот он так живет, он это и есть вот эти фильмы, он такой. Обезьяна мне вообще сразу понравилась. Я еще при таких обстоятельствах смотрела. Мы весь день тусовались с друзьями на пикнике афиши, а потом на ночь, без еды, мы пошли в кино на 3 фильма подряд. И «Обезьяна» была последней. И вот я проспала первые 2 фильма, и к «Обезьяне» проснулась, и она мне понравилась единственной из, сколько нас там было, человек 5, только я одна ее запомнила. Вообще, наверное, 100% мой фильм. Всегда таким неудачникам, как Тревор, сочувствую. Ужасно жить в замкнутом круге, когда не знаешь из него выхода. А еще ужасно быть таким дебилом, чтобы занять последние 10 баксов левому чуваку у супермаркета. Ну и, конечно, ни разу не прикольно, когда у тебя вдруг ни с того ни с сего начинает расти. А это уже спойлер. В «Полудурке», хотя лучше, наверное, назвать его «Стервятник», Сарыч. Действие происходит в провинции, тихой и безмятежной. И вообще говоря, это самое отвратительное, что может предложить Америка. Наш чувак Марти, на первый взгляд, неприятный бездельник. Да и на второй взгляд он тоже неприятный бездельник. На самом деле он ведет одинокую борьбу против капитализма. И это осознанная линия поведения. Хотя, хер знает, может ему просто так нравится жить. Короче говоря, про фильм. Это все очень похоже на полулюбительское кино, но это нифига не так. Это классический американский андеграунд, который мне очень по душе. Там, где одна странная ситуация сменяется другой, там, где герой может быть не очень приятным. Фильм такая черная комедия, нервная, психованная, переходящая в такую же психованную драму или даже хоррор. Да, это фильм про лузера, но лузерство рассматривается здесь с экзистенциальной точки зрения. Это не лузеры Линклейтера, которые ничего не делают. Они у него в принципе ничего не делают никогда. Нет, Марти это злой лузер. Те лузеры просто не работали. Это было дзен-бездельничество. Они жили, ну типа... А к черту работу, которую надо зарабатывать. Я, может, и живу плохо, но мне хотя бы не приходится для этого работать. Марти это панк-лузер. А Потрикус, по-моему, панк-режиссер. Вот среди своих любимых режиссеров он называет Алана Кларка, Ханеке. Хотя сравнение с Джармушем тоже весьма уместное. И любопытно в этом смысле посмотреть на то, как он строит изображение. Он любит прерывать кадр, либо длить его так долго, насколько возможно,
и напряжение, которое возникает вследствие этого. Вот. Интересно посмотреть вот на это. Джармуш тоже что-то похожее говорил, когда рассуждал насчет того. И возвращаясь к Марте, к тому, как он живет, к тому, как я живу. Да, ты можешь жить, как я, но тогда ты начинаешь и думать, как я. А такое уже не каждый выдержит. Короче, это очень крутое кино. И почему оно мне нравится? Потому что это кино о том, как быть никем. Друг Бодлера, основатель реализма во французской живописи, Густав Кульбе, в 1850 году писал: «В нашем таком цивилизованном обществе я чувствую необходимость жить дикарем, а иногда необходимость превращаться в монстра». Новый фильм Потрекуса «Поваренная книга алхимика» уже в интернетах.